Я хотела поговорить о пеллетах не как о топливе, а об использовании для индивидуальных решений. Решений, которые для индивидуального жилища или для отдельных комнат. Это будет основная тема моего доклада. First of all, I want to give you a picture of the overall market, European market, which is the one I know better, and then we'll go down in deep in the details of those kind of appliances. Я всегда люблю начать с представления такой более общей картины. Я хотела бы показать, что сейчас происходит на европейском маркете, потому что я представляю именно европейский рынок. Я эксперт европейского рынка. So, wood in general, biomass in general, can be used to produce energy at different scales. We can have large scales, plants like power plants, we have medium scale like district heating, or we can have small scale residential heating. Мы можем разделить энергетический рынок, который основан на продуктах биомассы, можем разбить на некую градацию по масштабу. Вот первый масштаб это большой, средний и небольшой, совсем маленький масштаб. And when we talk about the small scale residential heating, that means for single houses heating, can have a very different market share according to the country in Europe we talk about. For example, in Italy, we have a very high percentage of heat in the residential context. The same is in France, Austria, and Germany. It's almost half and half, while in Sweden we have a very little share or a smaller share of residential heating compared to commercial heating. Мой сегодняшний доклад я хочу сфокусировать на энергетическом рынке для небольшого масштаба, а именно для индивидуальных домов. И вот сейчас я хотела бы вам показать, как использование таких пеллетных печей по странам. И посмотрите, пожалуйста, наибольшая доля такого обогрева используется в Италии. Это первый вариант. Затем последние страны это Франция и Австрия. Доля таких проектов в Германии и Швеции меньше. So there are big differences country by country. And what I will talk about is in-room residential heating, which means appliances burning pellet to heat the house, but that are inside the room, not in the central heating. Я также хотела бы вас сфокусировать, я сейчас буду докладывать именно о вариантах для комнат, не именно те, которые встроены в комнату, а не для отдельных котельных. Это вот тема моего доклада. Okay, so we are not talking about boilers, but we are talking about Еще раз хотела подчеркнуть, что мы не говорим о отдельных комнатах, где расположены бойлерные, котельные. Я говорю о варианте, который размещается в комнате. Those appliances can burn wood or pellet in general. And just to give you a picture about the historical evolution in Italy of the balance between wood and pellet, this is the trend. А сейчас я хотела вам показать исторические данные на этом графике, которые представляют собой соотношение деревянных вариантов и пеллетных печей. И вот это как раз, посмотрите, исторические данные 2009 по 2016 год. You see, in 2009, pellet and wood appliances were quite balanced. Давайте посмотрим сначала на 2009 год. Видите, доля пеллетных печей составляла 55% пеллетного топлива, и дровами пользовалась 45%. И посмотрите, как эти данные резко изменились. If you give a look at the figures of 2016, which are very brand fresh data, это совершенно новые данные, которые появились в 2016 году, последние. Видите, как изменилось соотношение. То есть сейчас доля пеллетного топлива составляет 75%. Дровяное топливо люди стали использовать гораздо меньше. So in the last 10 years, 7-8 years, there has been a huge evolution of pellet against wood.
произошло совершенно другое направление, изменилось направление развития рынка очень сильно за последние десятилетия. Okay. In Europe, overall, are sold every year around 400,000 units of this kind. Это данные по европейскому рынку, а всего в общей сложности было продано около 400 тысяч пеллетных печей. Вот продается 400 тысяч пеллетных печей в год. Which for us is a very significant amount of units. Как вы себе представляете, это достаточно значительное количество, значительная доля рынка. Just to give you an idea, those are millions of tons of pellet burnt. So in Italy we burn 2.9 millions of tons of pellet. Например, по итальянским данным, 2 миллиона 900 тысяч пеллетных, почти 3 миллиона пеллетного топлива мы сжигаем в Италии. Okay. And which companies are selling this kind of products? Which are the players of the market? Тоже продает, тоже основные продавцы на этом рынке. Typically are stove and fireplaces companies selling also pellet stoves. Первый вариант – это компании, которые занимаются продажами печей и каминов, которые в том числе занимаются пеллетными печами. But also companies of the heating, venting and cooling area are introducing those products in their product range. Сейчас мы просто условно назовем второй тип компании, назовем их компании, котельные компании, которые занимаются вентиляцией котлами. We, as Palazzetti, are part of this side of the table, of course, but it's interesting to see how also very big companies are increasing their range to introduce this product. Мы являемся частью продавцов, которые занимаются печами и каминами. Вот, но тем не менее интересно, как в доле продаж растет вот этот вот второй сектор котельной компании. Okay. The distribution channels are of any kind. I will speed up the presentation, okay? I will speed it up. So we are talking about, сейчас мы говорим о дистрибьюторных каналах. There are of every kind, 3-step, 2-step and direct. Ну, тут прямые продажи, двухступенчатые, трехступенчатые, все варианты представлены на этом рынке. You can find almost all of them in every country. Все варианты продаж во всех странах присутствуют. So from the importers, distributors, down to internet or television sales. Ну, начиная от таких больших компаний, которые являются импортерами, до прямых продаж по интернету. This is the most important slide of my presentation. Сейчас я перехожу к самому важному слайду своей презентации, Which answers to the question, what is a pellet appliance? который отвечает на вопрос, что же такое представляет собой пеллетная печь, какие у нее функции. So for sure, it's a heating appliance. Ну, прежде всего, конечно, это средство для обогрева. And because of that, is measured in terms of power output, efficiency, cost per kilowatt, would rather heat a single room or a whole house, and things like that. То есть мы можем применить все параметры, которые обычно мы применяем к энергетическому продукту. Это стоимость, эффективность, voltage и так далее. But it's also part of the interior of your house. Это также часть интерьера. Because it's in the living room. Потому что, как правило, такие печи устанавливаются в гостиных. And that is very interesting for us from Italy because you have to take care of design, usability, and coziness and cleanness of the product in the context of your house and your living room. И, конечно, для нас в Италии очень важно, чтобы этот продукт сочетал в себе несколько важных качеств. Прежде всего, это, конечно же, итальянский дизайн, удобство и комфорт в использовании и создание особой уютной атмосферы при помощи такой мебели. So when we develop a product, we have to keep in mind we have to provide a performance, but also it has to be good looking. Ну, конечно, как и все итальянское производство, важна как функция, так и дизайн. Last but not least,
we burn renewable energy. Ну и, конечно, для всех европейских стран очень важна именно экологическая составляющая. And also we can link to all the new technologies because of all the automation that a pellet stove can give to the user. А здесь тоже очень важный аспект, который состоит в том, что это автоматические печи, которые можно управлять при помощи специальных приложений. Поэтому здесь будет очень много интересных идей и функций. Okay. Let's go through those points. I will explain those a little bit more with examples. Я хотела бы кратко остановиться на всех этих трех пунктах и привести примеры. Это будет интересно. Let's talk about performance. Those are the European upcoming minimum requirements in terms of performance, and you can easily see from here a comparison between an open fireplace and a pellet stove, for example, on the efficiency point of view. Но с точки зрения эффективности и производительности здесь сравниваются разные печи, разные обогревающие средства. Ну вот, предположим, сначала мы можем посмотреть, это слайд, который показывает открытый камин. Это первая картинка. А последняя картинка — это именно та пеллетная печь, которую представляет компания Марко. Вы можете очень хорошо и наглядно видеть эти цифры. Если в открытых каминах эффективность 47%, and you see an open fireplace can go down to 47%, pellet stove minimum requirement would be 94%. то в пеллетных печах такая производительность и отдача — это 94%. Согласитесь, это непобедимая цифра. It's almost double. Это почти в 2 раза выше. And the same is for emissions of organic gas compounds, CO, and dust. Emissions in general. Ну и, конечно, здесь остальные цифры приведены в смысле отходов, выхлопов и так далее. Вот эффекта воздействия на окружающую среду. Тоже видите, какая высокая эффективность у пеллетных печей. Okay. Just to give you everything in a picture, I have positioned the different products at the exact scale of efficiency. And you can see that pellet products are absolutely more efficient than any other running wood. Ну, это график, который я хотела бы вам показать в другом виде, это просто такая более наглядная информация. Здесь видите, с левой стороны разбиты все приборы по классам, энергетическим классам, с левой стороны, вот, а с правой стороны показаны эти картинки. И наша печь находится вот как раз в классе А2+. Открытые камины F или G. Also, another thing which is quite interesting is that you can apply the stove in one room and then duct the air and bring heat in others. Здесь тоже представлено интересное решение. Как вы видите, такая система установлена в одной комнате гостиной, а дальше можно ее уже привести в другие комнаты. Такую систему, обогревательная система, вентиляционная система, она с помощью с помощью таких воздуходувов распространяется, обогревает другие комнаты. Тоже такое своеобразное интересное решение. Okay. Now let's go through the second topic, which is design. Сейчас давайте перейдем к дизайну. Несколько слов скажу об этом, покажу сейчас слайды на эту тему. And I've taken some pictures to give you the mood of what having a pellet stove in a house could look like. Посмотрите, здесь приведены интересные примеры, как это все выглядит в реальных домах. This is actually my house this time. Это мой дом, который я хотела бы вам показать. Это то, как это выглядит. And it's made of wood. Он, кстати говоря, сделан из дерева. Here another view. Вот здесь еще другой вид. You see a different shape. Но тут, если прежняя форма... Yeah. Yes, this is the round one. Пожалуйста, это круглая форма, то есть, возможно, вариант дизайна в таких вот гибких, таких волнообразных формах, то в следующем варианте это, видите, такой угловой дизайн. Here we have a square and flat. Тоже такой вариант, который может подойти для решения. And very quickly, other pictures.
Ну и еще другие варианты, посмотрите, это тоже печь. Вот, We can also have cookers. это также такая вот печь, в которой можно готовить. Burning pellet stoves, and at the end also inserts, so they look like a fireplace, but А вот they это burn тоже pellet. интереснейшее решение. Посмотрите, это печь, которая встроена в стену. Видите, она плоская совершенно, то есть она внутри стены находится. And now the last point. Ну сейчас давайте перейдем, скажем, несколько слов об экологичности таких. It's good to know that pellet is, let's say, the lowest value part of wood. I mean, once you have built wood logs for building and furniture, at the end you always have sawdust. And with the sawdust, you can obtain pellet without adding anything else. So it's a very pure material. Я хотела вам напомнить, что сами пеллеты, они представляют собой чисто экологичный материал, который в основе своей представляет вот эту пыль или опилки, которые остаются после промышленного производства. And it fits perfectly in the sustainability chain of the forest management. То есть если компания управляется таким качественным, хорошим менеджментом, то видите, как это вписывается в такой цикл, когда все составляющие этого цикла используются на благо природы и не выбрасываются впустую. Another important point is that a pellet stove is fully automatic. You can switch on, switch off, and program it from the panel, but also from your smartphone. Ну и, конечно, надо сказать о том, что это умные печи. Видите, smart stoves, потому что они все могут управляться специальными приложениями. Они могут включаться, выключаться, вы можете всегда посмотреть их температуру, то есть есть специальные приложения на ваших смартфонах, которые вы можете использовать для того, чтобы, предположим, разогреть дом до вашего приезда на дачу. And then you can switch on the fire when you leave the office and arrive home with the stove already switched on and a good warmth in your living room. Ну, для наших условий, вы знаете, что это просто огромный плюс. Представляете, что вы приходите после работы в уже теплую, нагретую дачу. Потрясающе. Мечта. Of course, the app in your smartphone, the application in the smartphone is just the top of the iceberg of the old technology required to provide this kind of service, which is made up of several other services and can provide other services, like, for example, the predictive maintenance. Очень интересно, что вот это приложение, которое у вас на телефоне будет установлено, оно, конечно, вершина айсберга. Вершина айсберга на самом деле включает в себя сложнейшие технологии, которые здесь представлены. Это интернет, storage, cloud. Но есть одна интересная особенность, это вот этот вот predictive maintenance, когда происходит синтез всех данных. Если вы, например, подключаете свою печь автоматически, то человек специально может проанализировать все ваши данные и предсказать поломку или, например, сбой вашей печи на основании и вообще эффективности работы вашей печи на основании данных, которые сейчас будут представлены. Сейчас покажу это на графике. I want to show you an example of this. Сейчас мы покажем это все на графике, это очень наглядно. Это сбор данных с вашего приложения по работе печи. Okay, this line is Это линия, которая прямая наверху, the set point. это идеальная работа печи, идеальная прямая линия. Which is 65 degrees. This is a water heating 65 stove. градусов. Okay. The light blue line is the actual temperature that the stove can reach. А вот как раз эта кривая, это на самом деле реальная температура и реально то, что происходит у человека, который собирал реально работающую печь. As you can see, the stove never reaches the target. Как вы видите, на основании данных этой кривой, температура никогда не достигает своего идеального значения 65 градусов. And for sure, we know that the customer is not happy. И мы знаем, что на самом деле наш заказчик может быть недоволен. And we will receive a complaint. И мы можем получить жалобу о том, что наша печь работает неправильно. But if we give a look to the data,
we are able to anticipate his complaint. Но если мы заранее проанализируем его данные, то мы можем предупредить жалобу клиента. Because what I see from this graph is that the stove is working only 4 hours. Видите, я могу на основании этих данных предсказать следующие вещи и сделать вывод. Во-первых, мы видим, что печь работает недостаточное количество часов, что видно из этого графика. Вот здесь вот второй как раз, да, несколько часов работает, то есть недостаточное количество часов, это первое. And then it's switched off. Потом она выключается. And another point is that this green line is the power limit. А это тоже, эта зеленая прямая, она показывает это лимит энергии, на которую установлена вот эта печь, потребление. The maximum power for the stove is 5. Она должна быть установлена на цифру 5. Which is here. But in this case, the customer limited the maximum power only to 3. Он установил это на цифру 3. And so, in this case, the stove couldn't go at power because the power limit, and so cannot reach the target also because of that. И именно из-за этого мы видим вот такую кривую, потому что она никогда не могла достичь идеальной температуры. And of course, we can give the right suggestion to the user and tell him, let the stove reach power 5 and use it for 2 hours more, and you will achieve the target of temperature you set. Очень точно можем дополнить или сказать человеку, который заказывает эту печь, что включите ее, пожалуйста, на 2 часа подольше и на уровне 5. И таким образом через 2 часа вы достигнете этой вот идеальной температуры 65 градусов, которая создаст для вас комфорт и уют. And this is possible thanks to all of the technology that is это благодаря вот этим технологиям, которые, собственно говоря, являются корнем этого дерева. All of the technology is here, under the water. Okay. So, my conclusion. Ну и таким образом, давайте уже перейдем к заключительному слайду. So, what's new with pellet? Итак, таким образом, что же нового в наших пеллетных печах? Yes, for sure. Full automatic and easy to use. Ну, во-первых, это удобство, во-вторых, это полная автоматизация процесса. We have different designs. Варианты дизайна, которые были представлены. We have a better environmental performance. Отличный уровень экологической составляющей, то есть минимальное воздействие на окружающую среду. We give also more value to the wood chain because the sawdust sometimes is considered, is not used, and so we use the sawdust and give value to it. Таким образом, мы также используем опилки, которые обычно выбрасываются, таким образом тоже используем материал, который часто не нужен. The product is smart and can be controlled with your smartphone. Этот продукт умный, он может использоваться через ваш мобильный телефон. And thanks to that, we can also provide very new services to the customer. И таким образом еще есть варианты развития новых решений, нового бизнеса, то есть нового бизнес-решения, которые также может принести некоторую выгоду. So, what we finally say is that pellet allows us to reimagine local space heating in a modern, more efficient and sustainable way. Ну, вот этот вывод большой, потому что пеллетные печи возможно, что за ними будущее современное, более эффективное и более менее токсичное воздействие на окружающую среду.